Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Жить в России, с вами Влад. Для тех, кто нас не знает, мы приехали из Германии, живем уже в России 15 лет. О чем будет сегодняшнее видео, я сам еще не знаю, я просто решил с вами пообщаться. Друзья мои, затеяли мы ремонт. Так, затеяли мы ремонт, ребята, ремонт на кухне. Здесь я вот прикупил такие панельки, уже их покрасил. Они были белого цвета, стали светло-серого. Вот, эти панельки у нас покрашены простым баллончиком, простой краской из баллончика. Сейчас я вам покажу. Вот такая вот краска. Ничего особенного. Если бы я красил эти панели, заказывал бы покраску, прям там в магазине, мне объяснили, тогда они стоили бы на 1250 рублей дороже. Вот каждая панелька была бы дороже. Так она стоит там 1000 рублей, 1200, по-моему. А так была бы 2500. Вот одна такая штучка 2500. 4 штуки 10 тысяч. Вот за что 10 тысяч? Поэтому, ребята, я решил покрасить их сам. Здесь такой приятный запах в мастерской сейчас. Классно, мне нравится. Васька трется о ноги. Да, Васек? Васек! Смотрите. Вот ему нравится, когда так, оп, повиснешь, повиснет. Спереди передние лапы, сзади задние. Да? Вот, ребята, купил я вот такое вот уже ведро краски. Железная ведерко, железная крышка и даже вот такой замочек. И я думаю, эта баночка нам потом пригодится. Это ведерко. Это здорово. Я немножко отдыхаю сейчас от работы, просто решил себе взять это время для ремонта. Насте заменить розетку, купил насадки для валиков, кисточку для пропитки, там надо кусочек бетона, немножечко пропитать грунтовочкой. Ну и, естественно, малярный скотч, куда же без него. Еще не все пришло, я там буду менять пол. На полу, в общем, будет у меня лежать виниловый ламинат. Сонька что-то нашла там. Что-то она нашла там. Ну, давайте посмотрим. Соня! Что-то нашла там. Что там у тебя? Кузнечика ты ловила, да? Ты кузнечика ловила? Не любит она Ваську. На дух не переносит. Вот такая у них любовь. Вот такая у них любовь и дружба. Вот. В общем, друзья мои, яблок в этом году немного. Мы кушаем их потихонечку, но немного их. Немного. Есть хорошие, красивые, вкусные, но видите, как их мало. Их мало в этом году. На этой яблоньке еще более-менее что-то. И то какие-то они, вот какой-то вид у них такой очень странный. И так по всей области в этом году яблоки неважные. Вот хорошие, смотрите. Вот эти очень вкусные. Вот это колоновидная яблоня, с нее очень вкусные яблоки. Сейчас мы уберем. Не червивый, ничего. Положим сюда. Сюда. Вчерашнее яблочко я здесь положил. Это с другой яблоньки. Расскажу вам, как у нас дела. Сейчас открою водичку. Пускай набирается курочкам водичка. Вот они сбежались. Думают, что что-то вкусное будет. Но вкусного ничего не будет. Ничего я не принес в этот раз. Это вообще спина голая. Вон тот у нас странный цыпленок. Он ходит ровно, видите? Видите, как он пошел? Ну, я думаю, это кандидат. Он, в принципе, видите, какой бегает. А что с ним, вообще непонятно. Вот наши утята, которые уже практически как утки размером.
зреют перчики. Вот здесь вот такие уже покрасивее, да? Красивые. Вырываем портулак, друзья. Вот вчера вот я вырвал вот здесь. С той стороны начал Санька. Часть вырвал. Удаляем его путем вырывания. Другого способа, наверное, нет эффективного. Вот Санька кучу нарвал. Помидорки спеют. Там лучок еще кое-где там. В общем, это все собрать. Помидорчиков много, друзья. Сейчас я вот такой помидор кину. Немножко подпорченный. Кину курочкам. Вот есть, не будут. О, все, понеслась. Помидоры они любят. Отлично. Все, сейчас затаскают, заклюют его. Уточка тоже хочет. Но куры куда проворнее. Нет, вот все, забрала уточка. Все, забрала, побежала. Сваливает с помидором. Сейчас она его утащит в воду и будет сама есть. Все, ну все, в воде, сейчас она будет его есть. Ну, пожалуйста, вот так вот. Давайте посмотрим. Смотрите, здесь возле воды какой хрен у нас вырос. Он, в принципе, в Белгородской области растет неважно. Вон она, видите, его кинула в воду. Вон он плавает и ест. Забрала у курей. Ну хорошо. Вася. Васька идет. Огурцы уже почти отходят. Сегодня Катя еще ведерко собрала. Но они уже скоро отойдут совсем. Вот еще огурец. Вот он лежит, огурчик. Хороший, красивый, в принципе. Помыть его, все нормально будет. В этом году они какие-то колючие вообще. Или сорт такой. Вот все портулаком затянуло, смотрите. Вообще в этом году. Почему? Потому что лето влажное. Поэтому портулака много. Большинство курочек нормальных, но некоторые вот такие драные ходят. Собираю вот эти цветы, чтобы потом их заваривать. Очень полезные цветы для ЖКТ. Поднимается ветер. Сегодня прям прохладно стало, ребята. У нас сегодня больше 20 градусов не будет. Это прям приятно, знаете, после жары. Прям вообще классно. Здесь у нас яблонька дала вот эти вот 4 яблока. Я думаю, что это зимний сорт. Мы будем за ними наблюдать. Посмотрим. Вот они висят. Но они еще такие очень-очень твердые. Я думаю, зимний сорт. И это очень классно. Зимний сорт нам нужен. У нас его не было. Да, я думаю, даже можно и не так. Решил я зайти в мастерскую, потому что там ветер. Вот. И сильно лохматит этот ветер. В общем, друзья мои, да, как я сказал, задумали мы делать ремонт. Ремонт в кухне. И, ну, наверное, так вот, можно сказать, частичный. Потому что у нас углом идет стена в плитке. Мы плитку уже оставим. Хотя плитку бы можно было бы тоже переделать по-нормальному. Она слишком светлая для кухни. Ну, для вместо фартука, знаете, там более что-то нужно такое, более темное, наверное, моющееся. Вот. Но мы ее оставим, в принципе, справляемся. А вот другие две стены, где окно, заходишь, окно и справа вот эта стена. Вот эти две стены, там светлая такая, светлая, наверное, желтая, персикового такого цвета стены, краска. И, значит, любая вот какая-то грязь на них заметна. Поэтому мы решили покрасить немножечко в другой цвет и покрасить уже краской моющейся. Потому что до этого, судя по всему, была краска не моющаяся. И пятна все равно остаются, как ни крути. В общем, сделаем ремонт.
Надеюсь, покажем вам, посмотрите, как все изменится. Но сразу скажу, такой ремонт как бы недорогой, ремонт бюджетный, но все будет чистенькое, новенькое, свеженькое. Вот. Вы часто спрашиваете, как у нас обстановка. Обстановка, ну как вам сказать, мы живем, как-то привыкли, но Белгород, вы знаете, город приграничный, поэтому, ну, наверное, у нас сирены чуть чаще, чем в других регионах, да, вот, но мы как-то к этому делу привыкли, все люди работают, сейчас летом работают у нас Настя, Наташа, Даша и Саша, все еще заняты. Саша вот работает до 25-го, по-моему, в колхозе. Сегодня получил опять зарплату, довольный. Вот, поэтому все им нравится, как бы я даже не к этому, а к тому, что все работает. То есть школы сейчас скоро начнутся. Я не знаю, будет дистанционка или нет, скорее всего нет. Потому что вот прошлый учебный год была нормальная учеба, дистанционки не было. Ну а так жизнь обычная, решаем свои какие-то дела, какие-то вопросы. Вот, заканчивает у нас Настя в следующем году учебу, и ей надо будет думать что-то насчет работы, и скорее всего ее, наверное, будут куда-то направлять, по направлению куда-то. Наташу, скорее всего, тоже куда-то будут направлять, и вот мы теперь решаем этот вопрос, как быть, потому что, ну, не хотелось бы, чтобы семья разрывалась. С другой стороны, там, если они туда поедут, это же нам надо будет как-то оплачивать какую-то квартиру, как, что, пока вот эти все вопросы остаются открытыми, поэтому я не знаю пока, но, в общем, такие вот дела. Как будет с работой у меня, как будет с работой у них, я пока ничего этого не знаю. Вот жизнь сегодня такая, что она меняется очень быстро, и эта жизнь, соответственно, меняет наши планы, да, вносит свои коррективы. По поводу того, что вот нам писали, не жалеете ли вы, что вы переехали, наверное, жалеете, уже сейчас бы жили в спокойной Германии. Я хочу вам сказать, что, ну, наверное, вам надо было бы здесь пожить, и тогда бы вы могли немножко, как бы уже более, ну, как бы вы могли бы меня понять, что я имею в виду. То есть я вам сейчас скажу, что я не жалею, и я не хотел бы вместо этого жить в Германии, не хотел бы. То есть отъезд из Германии для нас был не спонтанным, он был вполне осознанным. И сейчас возвращаться туда, нет, ну вообще никак, нет. То есть для меня был осознанный отъезд, осознанный отказ от немецкого гражданства. Очень там некоторые прям так просили отказаться от немецкого гражданства очень сильно. Вот. Даже после того, как я отказался, они все еще просили: откажись от немецкого гражданства, да, вы из Германии получаете деньги, поэтому вам там нравится. В общем, друзья, как я уже сказал, жизнь продолжается. Работаем, трудимся, включаю здесь какую-нибудь передачку или радио. Музыка играет, песни поются, я работаю, иногда подпеваю. Сейчас собираемся сделать ремонт в кухне, обновить. Вот, что дальше? Дальше, наверное, в общем, не буду вам говорить, а то опять в том году хотел это сделать, так руки не дошли. В общем, если руки дойдут, покажу вам следующее. Значит, что у нас насчет урожая? У нас в этом году была хорошая черешня. Не прям супер-пупер много, но мы наелись. Мы ее всю собрали, заморозили, продавал я ее. В общем, как бы да, было достаточно, слава богу. Вишни было достаточно. Я думал, что я буду ее есть, пока она не отойдет, но я просто, аппетит на нее пропал. То есть я ел. Замораживать мы ее много не стали, у нас еще с того года есть вишня. Далее красную смородину Катя собрала, урожай был хороший. Малины в этом году много было. Помидоры на улице хорошо идут. Огурцов достаточно много. В тепличке что-то слабо, кстати. Подрастает свеколка, морковка. Капуста в этом году не пошла. И лук в этом году не пошел. Чеснок мы не посадили в прошлом году на зиму, потому что была слякоть. И просто зайти в огород было невозможно. Ну, надо было, наверное, кидать доски и по доскам ходить, потому что грязюка была конкретная. Ну, в общем-то, это дело потом, а потом уже пришли морозы после слякоти, после дождей. Чеснок мы не посадили. Вот. Но мы купили, опять там же, который вот, где мы и брали семена,
мы там же купили, там один зубок, вот такой вот зубок, зубище, очень крупный. И что приятно, вы знаете, после этого чеснока нет запаха изо рта. И он такой, ну, когда ешь, во рту не остается вот этот вот какой-то, как после китайского, невероятно какой-то ужасный привкус. Значит, наладил я сейчас отправку своих заказов через Озон. Очень удобно. Да, в этом году, друзья, аллергия. Как ни странно, у меня давно ее не было. Вдруг она проявилась у меня сильно, у Насти и у Кати. Но была жара, дождей не так много было. Ну, наверное, поэтому аллергия дала о себе знать. Вот. А так смотришь, конечно, некоторые кустики уже так не совсем зеленые, уже немножечко начинает где-то желтеть чуть-чуть. Да, где-то еще лето вовсю. А у нас уже, знаете, август, ну, практически середина августа. Вот, и начинает все желтеть. Вспоминаю я северное лето, северное вот это начало осени, конец августа, начало сентября в Воркуте, когда я ходил за грибами. Вот этот запах, вот это небо такое низкое, северное, это солнце такое, которое уже не особо греет. Вы знаете, вот что-то так стал вспоминать, это так приятно вспомнить это, друзья. Здорово прям было. И идешь, это прохлада, идешь, собираешь грибочки. Эх, здорово. Наверное, это вспоминается, когда ты жил не всегда на одном месте, а в разных регионах. Это вспоминается одно, второе, третье. Здесь разговаривал с людьми, которые тоже жили на севере, на Дальнем Востоке. Скажем, даже белгородцы, которые уезжали туда на заработки. Вот, и вот вспоминают тоже ту рыбу, тот климат, те вот какие-то моменты. Хотя сейчас на пенсию вернулись на родину сюда. Да, это незабываемо. Я всегда восхищаюсь, какая у нас прекрасная страна, какая она большая, как много климатических зон, часовых поясов. Прекраснейшая страна Россия. Не знаю, показывал вам или нет. В общем, сделал я, отремонтировал мотокосу. Вот она у меня новая. Ее я обкатал. Она работает. Все замечательно. Понравилась вот эта защита. Травка не летит. Вообще классно. Лучше, чем у штиля. Ну, у штиля у меня там маленькая защита. И неважно, защищает. Вот мой штиль. Получилось его, друзья, отремонтировать. Работает шикарно. Все замечательно. Очень меня порадовало то, что получилось отремонтировать. Проблема там была в одной детали. Я вам показывал, рассказывал. Вот эта деталька. В общем, я когда отвез на ремонт, у меня не получалось вообще, я не мог разобраться, в чем проблема там. Уже все менял, все переделывал, короче, и не получалось. Отвез в ремонт, и мужичок нашел, короче, проблему. И он говорит, уже не стоит ее ремонтировать, типа она только запчасть 5000 стоит, мы ее закажем, мы ее купим, поставим. Потом вдруг не из-за нее, вдруг еще дальше проблемы это. И, короче, он мне так обрисовал все, что там я, ну, не знаю, 1011, 12, 15 вложу в нее, в ее ремонт. И, короче, оно овчинка выделки не стоит. Но я так подумал. Думаю, действительно, наверное, может быть, проще взять просто какую-то китайскую и все. Но я нашел вот эту китайскую подделку штиля. В общем-то, она работает замечательно, как бы, ну, штиль, я к ней привык просто, она мне 15 лет, теперь вот эту взял, ну, теперь она будет у меня запасной. В общем, запчасть я нашел за 1100 или 1150, что-то такое. В общем, я везде пооставлял, короче, заявки, мне отовсюду ответили, что такой запчасти нет. Ну, понятно, эта модель, она старая. И уже таких, ну, как бы запчастей нет. И тут вдруг мне просто написали в Максе, что здравствуйте, у нас есть такая деталь. Я даже, честно говоря, сначала подумал, что это, наверное, мошенники. Потом посмотрел их магазин, вроде бы официально все. Думаю, ну ладно, в принципе, там 1000 рублей оплатил. И, короче, они мне ее отправили через пятерочку. Вот, в пятерочку поехал в соседнее село, забрал ее на кассе, привез домой, смотрю, деталь один в один, и цвет даже, ну, то есть оригинал вообще немецкий. Вот, я ее поставил, закрутил все прокладочки, все как положено.
Мне же ее с мастерской отдали просто вот в пакете, вот так вот принесли, в пакете все отдали. Я думаю, батюшки. То есть я ее там собирал как лего, вспоминал, как оно там все. Ну и, в общем-то, да, собрал ее, и она у меня сразу же завелась, сразу же, вот просто. Ну, 2 раза я дыркнул, больше подкачал бензинчику, и на 3-й раз она у меня завелась и работает как новая. Я настолько рад, то есть 15 лет и ремонт за 1000 рублей, да, это просто шикарно. Поэтому не всем мастерским можно доверять. То есть, ну, просто, видимо, ну, не хотели они возиться, скажут, да, она старая уже, что там сейчас это... Им уже это не интересно, понимаете? Им интереснее продать вам новую. Я к соседу его зашел через 2 кабинки. Он говорит, да ну, и он меня загрузил на полчаса, короче. Как космические корабли бороздят Большой театр. Купи новую, купите новую, вот она висит, 40 тысяч, уж лучше отдать за новую. Ну, все, понятно, все, спасибо, до свидания. Я ушел, думаю, вообще, короче, загрузил он меня. И за 1000 рублей я ее отремонтировал. Ребят, оно того стоит. У меня еще бензопила лежит, немецкая, Долмар. Их уже не выпускают, эти пилы. В общем-то, она у меня с самого начала, я ее как только купил, она у меня 1 раз поработала, сломалась, я ее что-то ремонтировал, она опять сломалась. И, короче, ну, я работал, наверное, раза 2 или 3 всего лишь пилил. Она новая практически лежит, и она не работает. Мне ее тоже нужно будет найти, наверное, попытаться отремонтировать. Но я думаю, что этим можно будет заняться тогда, когда уже буду немножко посвободнее, потому что сейчас нужно сделать кухню. Потом следующее, у меня еще по плану еще следующий небольшой ремонтик. Вот, это все требует времени, это все требует денег, и нужно заработать, чтобы это сделать. Ну, то есть вы сами знаете, да, сами понимаете. Друзья, кое-где висит еще вишня. Я не знаю, она как, может, наверное, забродила. Вот такие вот вишенки, видите, это порченые. Это нормальное. Не знаю, надо попробовать. Червяков нет? Я с нее просто сок вытянул. Она вкусная. Она прям спелая, вкусная. И там еще столько вишни наверху. Не, ребята, я думаю, что надо пособирать. Смотрите, сколько много. Ну, наверное, она, конечно, не вся хорошая. Но пособирать стоит, я думаю. Вот она еще здесь вот висит. Такая вот красивая травка. Знаете, что-то даже не хочется ее косить. Почему? Да потому что просто хочется травки. Лето было жаркое. А здесь у нас перед домом больше тенек. Здесь западная сторона. Здесь больше прохлады. Ну, еще даже здесь вишня висит. Обалдеть. Я думал, ее уже нету вишни. Да, вот она. Не знаю, она хорошая, наверное, еще. Она вкусная. Если бы я сейчас только с Воркуты приехал, я бы ее всю съел. Ну, друзья, здесь в летней кухне помидоры, разные сорта, на аджичку, на маринад, ну, мариновку, или как правильно сказать. Такие красивые. Желтенькие, оранжевые, разные. Это пузата хата, сорт. Хорошие, сочные такие, мягкие. Огурчики еще не вывелись, еще есть. Хорошенькие, маленькие. Уже столько насолили, что, наверное, больше и не надо. Тут можно салаты делать сейчас. Такой запах, друзья.
Здесь еще тоже немного. Вот такая вот чашка. Чашка с помидорчиками. Желтые, желтые, желтые. Такие вкусняшки. Ну и вот такие вот страшненькие помидорки. Это все на аджичку пойдет. Красота. Красота, даже страшненькие. Потому что это все будет вкусняшки. Здесь несколько перчиков лежит. Перчики такие вот продолговатые. Катя занесла сегодня. Ну, на этом, друзья, наверное, все. Буду заканчивать большой ролик. Хотел с вами повидаться. Хотел вам передать большой привет из теплой и прекрасной Белгородской области. Всем спасибо за внимание, за то, что были с нами. Хорошего настроения, мирного неба. Всем, где бы вы ни жили, большой привет от нашей семьи. Пока-пока.